Каждый автопутешественник однажды задумывается над тем, какой автомобиль ему необходим. Если с путешественниками городского типа все понятно, им нужен дом на колесах. Максимально просторный, со всеми удобствами, большой, напоминающий маленькую квартиру. Но с нами, туристами-рыболовами, не так все однозначно. Автопутешественнику по диким местам идеальный автомобиль представляется как вездеходный трактор. При этом желательно, чтобы он был экономичным, надежным и вместительным. Дастер, по сути, является золотой серединой между ценой, проходимостью, вместительностью, экономичностью, доступностью ремонта и обслуживания. За эти деньги можно приобрести разве что только Ниву Chevrolet, которая более проходимая и вполне себе может называться внедорожником. Однако объем салона, багажного отделения у Нивы все же маловат. Да и надежность у Нивы значительно уступает Дастеру. Конечно, по болотам Дастеру не пройти. Его 4WD нельзя считать полноценным полноприводом. Но это отлично компенсируется его малой массой. В подавляющем большинстве поездок нам вполне хватает проходимости Дастера. Мы взяли Дастер с ниссановским бензиновым двигателем, самым экономичным на тот момент. Автомобиль оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач. Задний привод подключается фрикционной муфтой с электронным управлением. Но как бы ни был хорош наш Дастер, нам все же катастрофически не хватало его вместительности. Как итог, машина была загружена под потолок. Хотя собаке и нравилось, но нам-то не очень. Это при том, что мы на время поездки демонтировали задний диван и спинку, чтобы повысить вместительность. Тем не менее, в целом Дастером мы очень довольны. Мы совершали на нем прыжки от 400 до 2000 с лишним километров. У нас не возникало проблем при пересечении пляжных песков, лесных дорог, запыленных жарких степях Калмыкии и Крыма, крутых берегов Волги Астраханской области. Узким местом оставалась низкая вместительность и отсутствие возможности переночевать в машине, в случае крайней необходимости. Вот тогда мы и решились на приобретение микроавтобуса. Изначально рассматривали покупку Volkswagen Transporter или Fiat Ducato. Ducato подкупал своей вместительностью и дешевизной. Но так получилось, что нам попался удачный вариант Volkswagen Caravella. И, как оказалось, нам даже повезло, что в итоге мы купили микроавтобус. Так как через месяц депутаты придумали и предательски внедрили новый закон о запрете парковки коммерческого транспорта вне спецстоянок. А наш микроавтобус попал в перечень исключений. Ввиду того, что нам необходим более проходимый автомобиль, чем обычным автовладельцам, то варианты с удлиненной базой и высокой крышей мы не рассматриваем. Как мне кажется, высокая крыша значительно завышает центр тяжести и при боковом ветре дает о себе знать. И удлиненная база не позволяет передвигаться по пересеченной местности. В нашем автобусе установлен дизельный двигатель Saab объемом 2 литра, мощностью 102 лошадиных сил. Изначально я переживал, что этой мощности будет недостаточно для довольно-таки крупного автомобиля, но мои опасения оказались напрасными. В шустрости наша Caravella не уступает Дастеру, при этом двигатель очень экономичный. Мы провели замеры с канистрой по дороге в Тверь и обратно, не доверяя показаниям компьютера. Как ни странно, показания оказались довольно-таки точными. 6,6 литров на 100 километров в условиях смешанного цикла. Это наш первый дизель. Поэтому существует ряд опасений, что плановое обслуживание и внеплановые ремонты значительно превысит экономию топлива. Скажем, даже если в Калмыкии у вас вышел из строя Дастер, то худо-бедно вы найдете и запчасти, и сервис, который вам сможет их заменить, а стоимость запчастей и работ не будет заоблачной. Тем временем о Volkswagen Caravella с дизельным двигателем имеются реальные опасения, что при поломке легким испугом уже не отделаться. У Caravella достаточно высокий клиренс, что позволяет ему преодолевать неровности и ухабы. Конечно, в сложных ситуациях с ним нужно быть очень осторожным и осмотрительным, но на данный момент нам кажется, что он по проходимости очень неплох. Управление этим автобусом настолько легкое, что с ним без проблем справляется даже в отсутствии дорог маленькая хрупкая женщина. Надеемся, что Caravella нам поможет увеличить дистанцию поездок, сохраняя относительный комфорт. Объем машины предполагает, что мы сможем загрузить его столь же интенсивно, как Duster, при этом сохраняя некое упорядочивание и доступность содержимого багажа. Мы избавились от лишних пассажирских мест. Кресла установлены на быстросъемные крепления и легко демонтируются, а при необходимости также быстро ставятся обратно. Друзья, если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Эксплуатация автомобиля со снятыми пассажирскими сиденьями является изменением конструкции, которые нужно оформить соответствующим образом?
Мы не планируем переделывать каравеллу в автодом, да и слишком мало для этого. Сейчас в ближайших планах у нас размещение спального места, сегментация пространства под наш груз. Также планируем установку столика, встраивание компьютера для видеомонтажа, установка дополнительных аккумуляторов и, возможно, установка солнечных панелей. О всех изменениях мы будем стараться выкладывать видео, что и как получается, какие продвижения, насколько позволит ситуация. Климат-контроль работает на отлично. Двойная печка с подогревом Webasto создает очень, прямо по-домашнему комфортные условия. Форма кресел, подлокотники, посадка весьма удобны. Комфорт и уверенная тяга приучают тебя к размеренности и тихоходству, буквально воспитывая в тебе хиппи золотых 60-х. Недаром именно Volkswagen стал символом странствующих хиппи. И, похоже, эту традицию, расположение к умиротворенности, сохранили и в Т6.